Земля — это уникальная планета. На ней есть океаны, горы, пустыни, леса и города, полные чудес. Но все-таки Земля — это планета людей. Они — главное сокровище нашей планеты. Каждый уикенд знаменитая певица Мишель Андраде и ее друг, блогер Кирилл Макашов отправляются в гости к удивительным народам мира. Один будет знакомиться с местными, имея всего $100 на 2 дня. А второй будет узнавать жизнь землян, имея неограниченное количество средств на карте. Основное блюдо. Ага. Начинается интересное путешествие. Посмотрим. Давай к нам, еще шажочек. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да-да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Какое прекрасное настроение. Прекрасно. Ты готова на себя примерить образ бедной туристки? Нет, подожди, все ж хорошо. Всем привет, это Орел и Решка Земляне. И мы прилетели в Гватемалу. Так, кто там говорил, что я буду ходить пешком? Да? Давай сейчас это увидим, проверим, потому что я чувствую, что сегодня удача будет на моей стороне. Ты так много выпендриваешься, аж глаз болит. Орел! Решка! Давай. Да? Ну что, я тебе сказала, А я не расстроился. не спеши. А я не расстроился. Не спеши. Да, я тоже не расстроилась. А я в хорошем настроении. Я тоже в прекрасном настроении. Иди со своим прекрасным настроением куда гуляй. Я иду А вообще, туда. не в деньгах счастья, я вам скажу, Не в деньгах. а в их количестве. Не в деньгах. Ага. Сначала научись говорить, а потом учи меня. Обычно туристы едут к гватемальцам, чтобы посмотреть на красоты их природы. Вулканы, озера и тропические джунгли с разным диким зверьем. Но поверьте, земляне, которые тут живут, в 1000 раз ярче. Что происходит здесь? Ёлы-палы. Гватемальцы. Потомки индейцев майя. Они, как и их предки, не боятся смерти. Верят в чудеса. И в силу древних духов. Ёпарасы. Чтобы показать жизнь богатых гватемальцев, я буду очень много ездить. Соответственно, мне нужна большая, удобная и, конечно же, люксовая тачка. You don't have to guess who in the building. Born of the realest. Never catch me slacking. I was born as the illest. They call me a champion. I got there with a win. I'm a rare breed. Наши богачи выбирают большие мощные машины.
А еще лучше бронированные. Это комфортно, а главное безопасно. А что тут опасно? В некоторых местах очень, но мы постараемся ездить по менее опасным районам. Я estoy lista, vamos entonces, vamos. Ой, люблю большие тачки. Ух ты. Да вообще, это как какая-то смарт-квартира. Пойду посмотреть следующие комнаты. Вот, смотрите. Ой. О. Ой. Отлично. Вот, шикарно. Еще и тут можно полежать. Пошла искать кухню. О, вау! О. А. Ай, застряла. Ай. Gracias. Пока Мишель ищет кухню в машине, я отправлюсь знакомиться с самыми простыми гватемальцами в их столицу – Гватемала-Сити. А воздух тут какой! Кайф! Природа! Hola, ¿cuánto cuesta? Гватемальцы – народ небогатый и часто живут на $5 в день. Из-за бедности здесь происходят вещи, от которых волосы становятся дыбом. Сегодня я побываю в самых бедных районах столицы и все вам покажу. Гватемала-Сити делится на 25 зон. Есть зоны, в которых живут богатые люди, а есть зоны, где живут бедняки. Туда нам лучше не соваться, могут и пристрелить. И часто такой криминал? Это опасно? Если честно, да. Там просто посреди дороги к тебе может подъехать мотоциклист с пистолетом и забрать цепочку, деньги и телефон. Поэтому, Кирилл, если ты где-то там гуляешь по этим районам, пожалуйста, лучше будь аккуратным. Ты мне еще нужен для этих перебивочек. По своей воле я бы никогда в жизни не пошел в опасные районы. Но по правилам сезона «Земляне» я обязан увидеть, как и где живут бедные гватемальцы. Пелигросо? Пелигросо. Туда Пелигросо? Туда Пелигросо, сюда Пелигросо. Значит, идем туда. Спасибо. Gracias. Muchachos. Санчос Педрос. Люйс, с моей безлимитной карточкой у меня же есть такая привилегия. Мы же можем заехать в какой-то закрытый район. Да, сейчас мы заедем в закрытую зону 15, Сьюдад Каяла. Тут живут богатые гватемальцы. И... Ёпарасоте. Добрый вечер. Все, пошли. Ну что, добро пожаловать в один из неблагоприятных районов Гватемала-Сити, зона 3. Все, что вы здесь видите, либо взято со свалки, либо построено на деньги, заработанные на свалке. Зона 3 – это зона мусорщиков. Это земляне, которые выживают за счет самой большой свалки в Гватемале. Посмотрите на эту вереницу мусоровозов. Они стоят и ждут своей очереди, чтобы сбросить в этот овраг тонны нового трэша. На свежепривезенный мусор, как муравьи на хлебную крошку, слетаются стервятники и жители зоны 3.
С утра до ночи люди копаются в мусоре, чтобы отрыть что-то ценное. От пластика и картона до случайно выброшенных золотых украшений. Пока бедные гватемальцы копошатся на мусорке, богатые отдыхают в своем районе Сьюдад Каяла. В богатый район обычный гватемалец не зайдет. Здесь повсюду решетки, шлагбаумы, блокпосты. И на каждом углу натыканы камеры. Попасть на территорию могут только жильцы и их гости по официальному приглашению. Когда заезжаешь в Сьюдад Каяла, не веришь своим глазам. Это точно Гватемала? Больше похоже на дорогой район где-то в благополучной Португалии. Тут люди такие стильные, такие классные одетые. В этом районе живут богатые гватемальцы. Их здесь называют ладино. Если простыми словами, то считается, что ладино – это светлокожие гватемальцы, в которых много испанской крови. А обслуживают ладино бедные гватемальцы. Они смуглые, в них очень угадываются черты коренных индейцев, поэтому их тут называют майя. Но разница не только во внешности, между ними социальная пропасть. Ладино получают образование, хорошую работу и зарплаты. А майя часто безграмотные, безработные и живут в самых бедных районах. Жесть. А то находится на мусорке и все заносится домой. Тут в узкой зажатой улице мусора столько. Бедняги, как они тут живут? Эй, привет! Привет! Люди ищут еду, одежду, бывает даже на продажу. Я сдаю картон. Я собираю пластиковые бутылки и отдаю на сортировку. А здесь больше другой работы нет, кроме сортировки мусора? Сколько вы в день зарабатываете на бутылках, на вот этих? В неделю 500 кецалей. 500 кесалей. Жесть. Никому не нравится жить в этом районе из-за ужасного запаха гниющего мусора. Но на этой свалке в нашем городе можно заработать хоть какие-то деньги. Я не понимаю, как они здесь живут. Каждый день, уходя работать на свалку, житель зоны 3 рискует не вернуться домой. Регулярно здесь случаются мусорные оползни. Мусорные лавины уже похоронили сотни людей. Поэтому для местных привычное дело раскопать в отходах чей-то скелет. Разница между богатыми и бедными гватемальцами видна даже после их смерти. Убедиться в этом лучше всего на городском кладбище Гватемала-Сити. Оно находится впритык к городской свалке. Центральное кладбище Гватемала-Сити, вот оно больше похоже на город. Здесь даже есть улицы, кварталы и районы. На городском кладбище Гватемала-Сити людей не закапывают в землю, как у нас. По старинной католической традиции умерших помещают в склепы. И даже после смерти богатые гватемальцы лежат только рядом с себе подобными, в роскошных семейных склепах. Вот, например, земля под такой семейный мавзолей в хорошем районе будет стоить около 20 тысяч долларов. Плюс построить сам мавзолей. Это еще
много. Бешеные деньги тратятся на то, чтобы потом жить на кладбище. Что? Что? Посмотрите, это же натуральная гробница Тутанхамона. Но на самом деле этот склеп построили для богатого гватемальца. Сейчас там отдыхает господин Рикардо Кастильо Синебальди, бывший владелец пивоварни. Сегодня его гробницу оценивают в $8 миллионов. Да, вот так выглядит часть кладбища для бедных. Такой, простите меня, многоквартирный дом. Вот интересно, что на некоторых надгробиях есть вот такие вот циферки. Там тоже есть краска оставшаяся. Здравствуйте, меня Кирилл зовут. Я Хорхе. Вы, явно не охранник здесь, да? Кем вы работаете? Я убираю могилы. О, хорошо, отлично. Значит, вы должны знать, наверное. Подскажите, что за номера на плитах вот? Черные – это идентификационные номера. По ним мы понимаем, кто там захоронен. А красные – это номера для выселения. Подождите, в смысле для выселения? Здесь место под могилу нельзя купить, только арендовать. За первые 6 лет родственникам нужно заплатить $25, а потом каждые 4 года платить еще по $23. Если денег продлевать аренду нет, все, покойника выселяют. Елы-палы. Что? Хочешь, пошли покажу. Ну, пойдем. Никогда предложение на кладбище еще не было таким заманчивым. Да, работка у вас, конечно, то, что надо. Ну, например, вот этого мертвеца нужно выселить. Ребят, он просто гробницу с человеком. Там гроб лежит. Черт, это просто... Самое жесткое, что он делает это со спокойным лицом. То есть то, как надо. Это моя работа, я пришел, выкопал человечка, выселили его и до свидания. Меня с таким же лицом из общаги выселяли. Теперь достаем гроб. Что происходит? И собираем останки в пакет. Ты без перчаток это делаешь, друг. Он просто руками достает трупак. Там просто кости уже остались. Подожди, а мне интересно, вот гроб маленький. Как человека туда засовывают? Если родственники заплатили за маленькую гробницу, приходится ломать человеку кости. Это нелегко. А что вы теперь делаете с ним? Мы выкидываем останки в специальную яму. Пойдем покажу. На, неси пакет. Ничего не спрашивайте, ничего не говорите. Да, я кого-то несу. Я обычно только свою девушку на руках ношу. Но в Гватемале свои приколы. Если верить гробовщику, этого гватемальца звали Луис Мануэль Гомес Сапатеро. Он ушел из жизни 30 лет назад. При жизни работал водителем автобуса и умер от воспаления легких. У внуков не хватило денег продлить аренду его склепа, поэтому сегодня дедушку выселяют. Сюда? Простите. Туда просто скидывают всех людей, точнее их кости, которые не смогли заплатить. И там просто куча. Не знаю, там сотни, наверное, их лежит. У тебя нет никакого рвотного рефлекса, я не знаю, какой-то брезгливости. Вот что-то у тебя присутствует такое? Да нет, я привык. Я работаю здесь уже 23 года. А сколько там уже пакетов, как думаешь? Невозможно сосчитать. Тысячи, миллионы. Когда я пришел сюда на работу 23 года назад, эти бункеры были заполнены. И таких на кладбище еще 7. И все они глубиной 75 метров.
Когда-то центральный офис перепутал тела, и мне пришлось спускаться туда, чтобы отыскать в груди костей нужный труп. Это было тяжело. После того случая все тела кладут в пакеты с идентификационными номерами. Сколько ты за это получаешь? Минимальную зарплату гватемальца 1300 кецалей в месяц, плюс бывают премии. Почему ты здесь до сих пор работаешь, если можно же другое место найти с такой зарплатой? Тебе не понять. Я человек без образования. В Гватемале мне вообще невозможно найти работу. Поэтому я очень рад, что у меня на протяжении 23 лет есть стабильный заработок. И я могу кормить свою семью. Ну, давай, поехали. Все. Вот это настолько жутко выглядит, вся эта картина, но человек ко всему привыкает. Вот за 23 года можно даже к такому привыкнуть. Богатые гватемальцы в свой уикенд дома не сидят. Они направляются на природу. Туда я и еду. Ну, здравствуй, озеро, Атитлан. Обалдеть. Оно такое таинственное, чем ближе к краю ты находишься, чем больше мандража, потому что такое ощущение, как будто мы в каком-то чане, потому что мы над облаками летим. И вообще, вот это, то, что вы видите, это не горы, а это вулканы. Вау! Понятно, что в таком красивом месте грех не построить шикарный отель, вроде моего. Здесь и заночую. Я решил отправиться в относительно легальный район Гватемалы – Ля-Линия. Как здесь стрёмно. Все в порядке, пацаны. Ёпрст. Ла-Линеа – это гватемальская улица красных фонарей. Здесь, в лачугах у железной дороги, работают 250 представительниц самой древней профессии. Ой-ой-ой. Ой-ой, девочки. Вот лежат просто с открытыми дверями, чтобы товар сразу было видно. Мужчины ездят по улице, заглядывают в комнатки и выбирают ту, что по душе. Если девушка понравилась, останавливаются, паркуют свой транспорт и узнают цену. Цены не кусаются. За 15 минут девушки берут $6,5. За полчаса – 13. Оральный секс по личной договоренности. Закрытая дверь означает, что жрица любви уже занята. О! Ля какая. Блин, ну честно, это такой трешняк. Это просто трешняк. Местная полиция девочек не гоняет. Наоборот, охраняет. Потому что гватемальцы объявили проституцию легальной. Эта профессия здесь очень популярна. Только официально в ней трудятся больше 26 тысяч женщин. Очередь в поликлинику чисто. Ола! Хо-хо! Меня подцепили только что или что? Добрый день. Заходите, я всегда закрываюсь. Давай. При входе в комнату висит оберег. Крест с красной нитью и чесноком. А на столе стоит ваза с запечатанными и уже использованными презервативами. Да, слушайте, ну комната шикарная. Это ваш офис или вы здесь живете? Я его арендую за 70 кецалей в день. А сколько у вас клиентов в день? Я должна иметь 8 клиентов в день, чтобы было выгодно для аренды. Вы давно этим занимаетесь уже? 4 года. Нравится ваша профессия? Нет, я здесь из-за необходимости. Работаю, чтобы прокормить дочку.
А вы не пытались ничего не найти другого? Мой муж умер 5 лет назад. Я отправляла резюме куда только можно. Меня не взяли. А сколько, получается, вы в день в среднем зарабатываете? Иногда 200 кецалей. А сколько примерно времени вы работаете в день? С 2 до 8. 6-часовой рабочий день за неплохую оплату. Если вспомнить, сколько получают мусорщики и эксгуматор, то понятно, почему проституция в Гватемале считается выгодной профессией. И почему молодые девушки идут сюда работать. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Хочу пожелать вам больше иностранных клиентов. Потому что каждый бизнес должен развиваться и выходить на международный уровень. Вот так. Гватемальцы – народ мистический. Многие до сих пор больше верят не в науку, медицину, а в древних духов. И чтобы поправить здоровье или личные дела, гватемальцы идут не к врачу или к психологу, а к настоящему индейскому шаману. Я заказала себе ритуал у именитого гватемальского шамана. За $400 он проведет мне ритуал на очищение и исполнение самого заветного желания. И все это в священном для гватемальцев месте. Я у подножия вулкана Cerro Quemado. Обалдеть, да? Вулкан Cerro Quemado. Еще до прихода испанцев древние майя считали, что на его верхушке находится место силы. Поэтому проводили там свои кровавые жертвоприношения. Знакомьтесь, это мои проводники. Пошлите. Они доставят меня к шаману, так что впереди меня ждет долгая дорога в облака. Ой, не отставай, дружок. У меня же безлимитная карта, почему я самолет не заказала? Я решил, что хватит с меня трущоб, поэтому поехал знакомиться с гватемальцами в безопасную туристическую зону номер 1. Видите, вот эти вещи, это не секонд-хенд. Это у них такая очередь. Просто мешки с вещами, кофта. Тут там даже камни, бутылки с водой. Тут даже Диор есть. Диор не подозревает о том, что он в очереди стоит. Скажите, пожалуйста, это же очередь, я правильно понимаю? Да, это очередь за едой. Да. Ее выдает католическая церковь. Кто в очереди обычно становится? Разные люди, но обычно это безработные майя. В Гватемале для нас нет работы, приходится выживать. Долго приходится в очереди стоять, чтобы получить еду? Чтобы занять очередь, приходится приходить за 2 часа. Нам раздают бесплатный завтрак и обед. И так всю неделю. Если бы не они, мы бы погибли. А вы ходите и на завтрак, и на обед, и каждый раз по 2 часа стоять нужно? Ого. Многие берут еду на жены детей, поэтому стоят в очереди по 3, 4, 5 раз. Ну вот примерно так выглядит гватемальская бедность. Вы понимаете, что происходит? То есть эта пара только что женились. Hello! Они поженились, повенчались и пошли сразу кормить людей. То есть это еда, которую они этим людям дали. Можно пару вопросов?
Только быстро, мы спешим. Вы купили еду для людей? Да. Мы поддерживаем людей, которые за последний год пострадали от ковида. Многие остались без работы. Извините. Мы с Эдгаром помогаем людям едой каждый день на протяжении последнего года. Сегодня мы поженились, и поэтому угостили людей праздничным обедом. И неважно, кто эти люди. Конечно, не важно. Мы все Божьи дети и заслуживаем еду на этот день. Так, Оля. Ага. Боже мой. Тут все в дыму, тут люди куда какой-то дым пускают. Ущелье вулкана Серро-Кемадо. Высота 3000 метров над уровнем моря. Именно здесь шаманы связываются с духом и проводят свои ритуалы. А вот и мой колдун. Если честно, я думала, что он будет выглядеть как-то по-другому. А он за $400 даже не стал наряжаться. Mucho gusto. Перед началом ритуала шаман ведет в расщелину, где живут духи, чтобы получить разрешение на проведение обряда. О, тут ощущается холод. Прикоснись, чувствуешь, какая холодная? Вау, она очень холодная. Это пар от холода или от дыма? Почему так холодно? Здесь живет дух. Фрио? О-о. Мне стало страшно. Дух рассказал мне, что ты расстроена из-за раскола в твоей семье. Он тут рассказывает жесткие вещи, серьезно. Фу, хорошо, я тут останусь чуть-чуть, мне интересно, но мне страшно. Зрителю так интересно. Я понимаю. Но он лично про мою что-то сказал, я не хочу говорить. Когда разрешение у духов получено, богачу делают огромный алтарь в знак благодарности богам. Ага. Снизу я нарисовал круг из цветного сахара. Он символизирует планету. Внутри крест Майя. Сверху небо, снизу земля, по бокам вода и огонь. Вода? Сверху я выкладываю древесную кору священного дерева Майя. Это символ человеческих сердец. И посыпаю все конфетами. Такая церемония называется сладкой. Она нацелена на добро. Если бы вместо сахара использовали соль, а вместо конфет кислые цитрусы, это был бы плохой ритуал на болезни или даже на смерть. Это дар богам за то, что они участвуют в церемонии. Но это сладкий какой-то вот такой, как ириска. Вот такая сладкая ириска, и даже тут есть пчелки какие-то. Через вот эту сладость кто-то загадывает желание. Пусть мои желания исполнятся. Чтобы дары попали к духам, их нужно поджечь, а курьером выступит дым. Сейчас он будет читать мне молитву для того, чтобы я освободилась от плохой энергии. ¿Sí? ¿Ya? Permítenos estar aquí con tranquilidad. Otepeu, Cucumat, Ixpiacoc, Ixmucanen, Ixtamna, Ixchel. O Balam, Checa, Japalumá, Balamacá, Chomita, fuego del agua y del aire. Amén. Ven, pues, papá, ven Juanito no llegó, doña Antonio, vende a gatito, vende, yo te vengo a pedir. Baila en el fuego, papá. Работает ритуал или нет, пока непонятно. Ритуал Майя – это такая штука, что $400 плати сразу, а исполнение желания жди годами. А потом, вы не поверите, произошло настоящее чудо. Из углей костра вырос настоящий огненный торнадо.
когда он перестал говорить молитвы, он потух. Вот. Я только что это увидела своими глазами. Это вау. От Гватемала-Сити у меня такое, спорное впечатление, но жить где-то надо. Поэтому ловите лайфхак. На сайте, где вы бронируете отель или комнату, можно поставить проживание с семьей. И тогда вы живете в приличном месте и смотрите, как живут местные. Я буду ночевать в семье Пола. За проживание он берет $25. Конечно, в отеле можно было найти номеры подешевле, но с кем из землян я бы там познакомился? Вроде здесь должно быть. Да? Hola. Hello. 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 Good night. Paul? Yeah. Paul. You're Kirill. Yes. Yeah, you're welcome. Thank you. Please. Do I need to take off my shoes or not? No, it's not necessary. It's okay? Here in Guatemala is not it's normal. It's your room. Ага. You will be here. О, Please. ребята, тут целая прям комната с полотенчиками. Ребята, вы понимаете, что я сегодня был в районах, где у людей вот по площади, как эта комната, дома. Как сильно отличаются бедные гватемальцы от богатых гватемальцев. Here is the bathroom. Is it only for me? Yeah, it's only for you. Hola. Oh, Buenas noches. Here. Это мои сыновья. Меня зовут Поль. Это моя мама Сайда. И младшая сестра Анна Паола. Не против, если я прочитаю молитву? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, que Dios ilumine su camino, que siempre esté bien donde vaya. Bendiciones. Amén. В Гватемале люди бедные, поэтому еда должна быть сытной и дешевой. Рис это дешево, бананы дешево, курица по праздникам, а еще лепешки, тортильи. Тортилья. Здесь вечером просто все собираются и обсуждают, как прошел их день, как у кого дела, что нового и так далее. Очень такая семейная классная традиция. Ну, как прошел мой день, вы уже знаете. Доброй ночи. Прячу для вас склад от орла и орешки на счастье и на удачу вам. Бутылку со 100 баксами ищите в городе Панахачель на улице Реаль. Она ждет вас в заборе под вывеской отеля Чанхую. Удачи! Давай к нам, еще шажочек. Не бойся, мы твои новые богатые ведущие. Ну вот, не бойся, мы знаем, как с тобой обращаться. Да, мы посмотрели, как тратили твои предыдущие владельцы. И мы обещаем использовать твои премиальные возможности еще лучше. Сейчас только взрослый решает, кому достанется премиальная карта MasterCard. А что тут решать? За нас все решит монетка. Ну, с городскими гватемальцами я уже познакомился, а вот второй день проведу в деревне. И по совету местного поеду именно в Чичикастенанго. Чичикастенанго – отличное место, чтобы познакомиться с деревенскими гватемальцами. Они совсем другие и верят в духов. Поедем? Можно, да, я к вам присяду? Благодарствую. Ну все, я в Чичикастенанго. Чичикастенанго – это городок в горах. Народ майя, который тут живет, зовет его просто Чичи.
По четвергам и воскресеньям все индейцы собираются на местном рынке. Здесь с ними и надо знакомиться. Hola, amigo, sombrero. Доброе утро. Первое впечатление об индейском рынке – ты попал внутрь калейдоскопа. Ярко, аж в глазах рябит. Все девочки одеты в национальные костюмы. Это выглядит очень прикольно. На рынке продают все, что нужно настоящему индейцу. От кусочков извести на развес до живых кур. Кружки из консервных банок. Есть здесь и свой фудкорт с индейской едой. Тут можно слепить кукурузную лепешку, тортилью. А в местной забегаловке съесть рис с курицей, картошкой фри и салатом. На 5 справились. Ну, может, 4,5 из-за того, что слишком много масла. Богатые гватемальцы в забегаловках не обедают, а могут позволить себе знакомиться с гватемальской кухней в роскошных ресторанах. Один из них – ресторан «Сублим», где готовят блюда разных эпох гватемальской истории. Тут есть еда с того периода, как были майи, как колонизация была, 19 век, 20, сейчас и даже будущее. Вау! Мне кажется, я тут наемся, еще историю выучу. Мне нужен шеф, чтобы в этом всем разобраться. Знакомьтесь, это шеф-повар Серхио, гуру гватемальской кухни. Мы готовим блюда из ингредиентов разных эпох. Например, древние майя ели кукурузу, бобы, фасоль, лесные грибы. Выращивали тыкву и сушили ее семечки. Попробуй. Вау! Боже, как будто я никогда не ела семечки. А это продукты, которые привнесли в гватемальскую кухню испанцы. Перец чили, помидоры, разные специи. А еще они показали нам ваниль. Колонизаторы привезли коров, и мы научились делать сыр. А позже немцы привезли сюда кофе и кардамон. И так как у нас страна с подходящим климатом, мы начали выращивать здесь свой, известный на весь мир гватемальский кофе. Я столько всего начинаю узнавать и в истории, и в еде. Вау! Оккультуриваемся вместе. Теория ясна? Переходим к практике. Пробуем блюда эпохи древних майя. Это копченый томатный суп с бобами и перцем чили. Вот таким образом вносят свое современное искусство, но это то, чего ели майи очень-очень-очень много лет назад. Ай, вау, как это вкусно! Вот эта пенка придает такой мягкий вкус. Идем дальше. Эпоха колонизации Гватемалы. Охренеть, это действительно... О! Это блюдо называется «Внутри джунглей». Это креветка с бобовым пюре, кукурузой и томатами. Ага, целиком берем. Он выглядит так модно, но на вкус, как будто ты кушаешь какую-то домашнюю еду с кукурузкой. Потом еще был коктейль в форме птички Кецаль, символа Гватемалы. О, желатин пошел, вкусненький. Но он какой-то кисленький. Ну, мне не зашел, если честно. Десерт из кокоса, инжира и гуавы. Это точно десерт? Да, снизу камень. Это камень! Не думаю, что... И напиток из традиционного гватемальского апельсинового рома – закапа. Прикольно. Сладенько и, конечно же, дымок.
Конечно же, от традиционной гватемальской кухни здесь остались только ингредиенты. Да и позволить себе такую еду могут 0,1% гватемальцев. Cheers. У них тут прям какая-то красивая улица, все еловыми иголочками обложено, розочки. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а почему у вас такая красота здесь? У нас сегодня праздник. У каждого сектора на рынке есть свой праздник. Сегодня наш. Мы молимся, чтобы приезжали туристы и были продажи. А что во время праздника у вас происходит? Иди к церкви, посмотри. Там церемония. Что это за ритуал? Это ритуал на защиту, на привлечение денег. 7-й сектор на рынке заказал. Гватемальцы, чтобы увеличить продажи, не нанимают СММщиков, не заводят Инстаграм и не покупают рекламу, а заказывают ритуал. А сколько стоит такая церемония? 500 кецалей. Гватемальские шаманы уверены, чтобы привлечь туристов и покупателей, нужно посыпать территорию еловыми иголками, лепестками цветов и поставить 100 свечек. Самое удивительное, что вот такой ритуал проводится прямо перед католической церковью, вот на входе. Присутствует и главный элемент любого ритуала – священный алтарь. Мастерит его шаман из разных слоев всякой всячины. Я знаю точно рецепт этого торта. Все, что сладкое, то есть шоколад, сахар, печенье, это угощение для богов, чтобы их задобрить. А все, что дымится, кора, свечи и смола, это как способ доставить все эти угощения богам туда наверх, вместе с дымом. Девочки, записывайте рецепт благополучия. То он вызывает богов. Или я не знаю, что он делает. Произносит имена всех, кто у него написан в списке. Скорее всего, это работники 7-го сектора, и за них он просит благополучия у богов. Да, я вижу, как вы с меня ржете и говорите, снова пришел на кладбище. Мало тебе? Не хватило? Ладно, местные говорят, что это кладбище совсем не такое, как Гватемала-Сити. Оно другое. Вот и посмотрим. Не удивляйтесь розовым могилам и склепам цвета Тиффани. Для индейцев майя смерть не повод горевать, поэтому они запросто могут покрасить кладбище в яркие цвета. Здесь на кладбище не только похоронены майя, но здесь же они проводят ритуалы. Там прямо сейчас что-то делают. Что происходит здесь? Там голова свиньи лежит прямо в центре. Hola. Чего? Нельзя посмотреть? Не хочешь? Окей. Подождите, не фотографируйте. Здесь работает шаман.
Она делает церемонии, когда у людей что-то болит. У моей жены болит голова. Поэтому по центру алтаря голова свиньи. Она принимает всю боль от человека на себя. Только голова свиньи? Может, голова курицы, может, индейки, собаки, кошки, да кого хочешь. Этим ритуалом шаманка задабривает местное божество – гигантскую анаконду. Но чтобы она забрала боль, одной только головы свиньи мало. Ее нужно нафаршировать конфетами, обложить ирисками, булками, священной корой, свечами и поджечь. У гватемальцев нет сомнений, что как только эта еда попадает с дымом к духу, он тут же выключает головную боль. Как-то так. Посмотрите, башка горит, просто башка свиньи горит в костре. И это помогает от головной боли человеку, ради которого это горит. Логично. На кладбище. Как у вас прошла голова? Да, у меня уже ничего не болит. Каждый раз, когда у вас просто заболит голова, вы делаете всю эту церемонию? Если для вас это работает, то и прекрасно. Делайте, как считаете нужным. Только вашему мужу, наверное, не сильно с вами повезло. То есть голова каждый раз болит, то это ж свинью жечь надо, да? Гватемальцы 21 века очень похожи на своих древних индейских предков. Они носят одежду, расшитую символами древних майя. Это выглядит очень прикольно. Говорят заклинания на древнемайянском языке. Мне стало страшно. И верят, что духи исцеляют болезни. Если для вас это работает, то и прекрасно. И хоть их жертвоприношения не такие кровавые, да и пирамиды уже не те. Все, пошли. Все равно таких уникальных землян в мире не встретишь больше нигде. Я только что это увидела своими глазами. А воздух тут какой? Обалдеть. О, ля какая. У меня же безлимитная карта, почему я самолет не заказала? О! Тут даже Диор есть. Ай, застряла. Ай. Ничего не спрашивайте, ничего не говорите. Да, я кого-то несу. О, смотри, вовремя. Вовремя ты пришла. Солнышко не опоздала. Ты прям такая заведенная вся. Да, потому что тут происходили такие вещи. Я не знала, что ожидать вначале. Чуть-чуть страшненько становилось, потому что мистика просто. Вот прям вся жизнь перед глазами прошла. Ага. Теперь после этого будет перерывчик. Вот буквально вот такой взять и можно отправляться к следующим землянам. Да. Увидимся у них. Пока. А что ты устала? Нет, ты не устала. А ну давай. Сделай. Не делай. Может, помолимся? Давай помолимся. Не, мне хватит. Орел и Решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Зайти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 6 по 17 октября. 2 дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки. 5895 метров. Все это время команда «Орла и Решки» снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я вообще
вообще все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться.